Добрый день, уважаемые, с вами снова я, и я немного приболел, поэтому сейчас я ничего не мешаю, потому что вкусов не чувствуется. Но так как завтра 11.11, давайте немного поговорим, как китайцы нас налюбливают. Ежегодная распродажа на AliExpress, Gearbest, Fastech, которая проходит 11 ноября каждого года, это очень примечательное событие. Народный праздник День холостяков, который ежегодно отмечается 11 ноября в Китае. Ну, типа 1111, 1111, куча холостяцких палок, думаю, понятно, о чем я. А в 2013 году китайский праздник получил международную огласку и стал сродни американской Черной пятницы. Нам обещают большие скидки, бонусы, подарки на самые нужные, разные, полезные вещи. Этот день многие ждут весь год, типа закупиться повыгодней. Однако после прошлогодних подобных распродаж у многих остались сомнения в реальности тех скидок, которые смогли предложить продавцы. Недавно наткнулся на аналитику и решил поделиться ей с вами. Если не любите анализировать цифры, просто дождитесь выводов. В общем, в этом году группа энтузиастов решила проверить, насколько честные скидки ожидают покупателей в день распродажи 11.11 и промониторить ситуацию с ценообразованием. Была собрана большая база товаров с AliExpress по всем рубрикам, по фильтрам лучшее предложение и самые покупаемые с 1 по 9 страницу, и всего их было собрано около 540 тысяч. За время мониторинга около 30 тысяч позиций были удалены с AliExpress. И на текущий момент в базе осталось 510 797 товаров, что составляет чуть больше 5% от заявленных Али 10 миллионов товаров, которые у них вообще есть. Так как собирались самые популярные рекомендуемые предложения, можно считать, что выборка репрезентативная. Итак, отправные данные. Количество отслеживаемых товаров 510 797 во всех имеющихся на сайте категориях. Отслеживание изменений началось 16 сентября текущего года. При мониторинге для каждого товара ежедневно собирались такие показатели, как изменение цены, изменение скидки, изменение числа заказов и изменение количества отзывов. В этом году на AliExpress заранее выложили список товаров, которые будут участвовать в распродаже с данными по цене на день распродажи. Благодаря этому уже сегодня можно провести анализ и ответить на основной вопрос: а будут ли настоящие скидки и насколько честно обещает быть предстоящая распродажа? В этом-то и смысл данного видоса. Из подборки в распродаже примут участие 412 тысяч товаров. На экране появится табличка с точным количеством товаров по каждой категории. Если интересно, можете остановить видос и ознакомиться. Если лень, продолжим. Дальше станет все понятнее. На момент начала мониторинга количество товаров, которые продавались со скидкой, было более 70% от общего числа отслеживаемых. Скидки где-то появлялись, где-то пропадали, но общий результат был примерно одинаков, более 70%. Однако примерно за 11 дней до распродажи, где-то 1 числа, скидки начали пропадать. Так, 30 октября товаров со скидкой было 388 606, а на 6 ноября количество товаров со скидкой составляло всего лишь 424. В то же время на сайте AliExpress появился список акционных товаров и их будущая стоимость. Была запущена официальная реклама предстоящей распродажи и весь остальной маркетинг. Какой вывод из этого можно сделать? Перед распродажей были сняты практически все скидки, также те, которые существовали со дня начала мониторинга цен. Все овер до хера тысяч скидок. Осталось 400 из 400 тысяч. Теперь расскажу вам, как выявлялись липовые скидки. Были зафиксированы все вышеописанные колебания цен и сопоставлены с выложенными ценами для 11.11 и настроены следующие фильтры. Первое. Товар на распродаже будет стоить на 10% и более ниже, чем минимальная цена за прошлый месяц. Значит, скидка настоящая. Второй фильтр. Товар подешевеет, но не станет дешевле минимальной цены за прошлый месяц. Значит, скидка липовая. И третий фильтр. Товар подешевеет, но скидка будет от 0 до 10% по сравнению с минимальной ценой за прошлый месяц. Скидка незначительная, это также негативный результат. Зачем нужно заявлять о больших скидках и продавать товар с незначительными или даже нулевыми скидками? Вот тут быстро появится табличка с общими результатами для тех, кому интересны, опять же, точные цифры. Предлагаю забить и дальше посмотреть все на инфографиках, они намного более наглядны. Общая картинка выглядит примерно так, и итоги таковы: каждый четвертый товар, участвующий в распродаже 11.11, будет продаваться с липовой скидкой, каждый второй товар без скидки, либо с незначительным удешевлением. А это значит, что вероятность того, что вы приобретете товар по выгодной цене, составляет где-то 1 к 4. Отличное ценообразование, не так ли? Наибольший процент настоящих скидок
скидок наблюдается в следующих категориях товаров. Это женская одежда, детские товары, компьютеры и сетевое оборудование, бытовая электроника, лампы освещения. Вейпинг, если что, попадает в бытовую электронику и еще в какие-то категории, где они их размещают. В этих категориях каждый третий товар имеет липовую скидку. Вообще эти результаты довольно печальные, риск мануться на скидку и купить товар по завышенной цене очень велик. Но это обещанная картинка по всему сайту. А что если копнуть немного поглубже и рассмотреть только те товары, которые пользуются спросом у покупателей? Вдруг продавцы с хорошей репутацией и постоянным потоком продаж не занимаются такими финтами с ценами. Поэтому в следующей выборке участвовали товары, имеющие 100 и более заказов с 6.11.2016. А тут появится таблица с точными цифрами для товаров, пользующихся спросом. После фильтрации по количеству продаж получилась следующая картина. То есть таких товаров в базе оказалось 145 255. Это где-то 1/3 от всех участвующих в распродаже товаров. Фильтры по калибровке скидок дали следующие результаты. Картина практически не изменилась. Каждый второй товар, участвующий в распродаже 11.11, будет продаваться без реальной скидки или с незначительным снижением цены. Каждый четвертый товар будет иметь завышенную цену относительно минимальной цены прошлого месяца. И лишь один товар из 4 будет продаваться с реальной скидкой более 10%. Обидно, что даже те продавцы, товары которых и так покупают, оказались замешаны в подобных махинациях со скидками. Суровый китайский маркетинг. Самыми липовыми являются товары следующих категорий товаров. Ну, чтобы вы знали. Женская одежда, детские товары, бытовая электроника, компьютеры и сетевое оборудование, лампы освещения, безопасность и защита и нестандартные товары. Какие выводы из этого можно сделать? Первое. Распродажа 11.11 на AliExpress, а скорее всего и на Gearbest, Fastech и Triflip, это всего лишь маркетинговый ход. Вероятность того, что вы приобретаете что-то со скидкой 10% и более, равна 1 к 4. Но ваши шансы сильно увеличиваются, если вы хорошо знакомы с ценовой политикой прошлого. То есть, например, отслеживали какой-либо понравившийся вам товар и знаете его старую цену. Второе. Липовыми скидками не гнушаются даже продавцы с хорошим рейтингом и количеством продаж, как и магазины. Ну и третье. Лидеры по махинациям со скидками — это категории товаров: женская одежда, детские товары, компьютеры и сетевое оборудование, бытовая электроника, лампы и освещение. Вейпинг куда-то из них входит. Думаю, на этом все. Будьте внимательны при покупках 11.11. Да, и в Черную пятницу схема в принципе одна. Вероятность того, что вы приобретете что-то со скидкой 10% и более, равна 1 к 4. Ссылки на самые крупные распродажи вы найдете в описании этого видео. Ну и, конечно же, не забывай про Instagram с рецептами самозамеса. Ссылка также в описании этого видоса. Спасибо, что досмотрел до конца. Приятного и пока! Эти окошки кликабельные, и, конечно же, не забывай подписываться на канал, чтобы не пропустить новые видео. Спасибо!